Добрый день! С вами я, Сергей Гуд, и канал Викинг Лайф. И сегодня у нас замечательный день. Сегодня 6 января. И всех православных я поздравляю со светлым праздником Рождества. Желаю вам всем здоровья, чтобы ваши близкие были живы-здоровы, чтобы вы были счастливы, здоровы, чтобы все были здоровы. Как никогда это сегодня актуально. Поэтому самое главное, ребята, будьте здоровы. К черту эти болезни. Давайте мы переживем это все стойко. И мы победим. Но это так. Во всяком случае, в Рождество все должно сбываться самое хорошее. Желаю вам счастья и добра. А сегодня я посмотрел по прогнозу погоды. У нас сегодня будет солнышко, а с завтрашнего дня начинаются дожди. И уже с понедельника опять зима. Опять зима, снег. Я посмотрел, 5 дней будут идти снега. На прогнозе все 5 дней отмечены снежинками. Вот. А у меня сегодня, видите, как чистенько, аккуратненько. Кто-то же сказал, что траву можно уже косить. Хотя это не смех, у меня сосед траву косил уже. Вот. И я вчера, когда решил пройти посмотреть свои деревья, как они перезимовали, все замечательно. У меня, если вы помните, был большой костер. Я сжигал очень много старых бревен, деревьев, доски, полы. И в итоге большое количество золы у меня скопилось. И вот я подумал, что если сейчас начнется дождик, то хана моей золе, она очень ценный ингредиент для огорода. И вот я его собирал в мешки, собрал 2 больших мешка золы. И остались остатки. Я вчера прошелся, все свои деревья просыпал золой. Ну, минеральное удобрение такое. Вот это в помощь для растения. Вот. Ну и хочу сегодня, пока, скажем так, более-менее все прилично, сухо и тепло, я решил сегодня сделать такую работу. Просто-напросто обрезать веточки. У меня лежит черешня. Вот у меня деревья черешня спиленные, вот ветки. И вот оно такой завал у меня. И вот в этих вот ветках у меня поселились воробьи. Мало того, что они здесь живут, вот они нашли себе джакузи. В этом джакузи они плавают, купаются. И замечательно себя чувствуют. Да, и вон даже сейчас они в ветках сидят. О. Видали? И они у меня решили жить под крышей. Вот это самое печальное, что они хотят жить под крышей. Поэтому вот это я хочу сегодня все разобрать. Вон полетели воробьи. Целая стая. Они, правда, еще и у соседа там живут тоже. И вот поэтому я хочу, пока снега нету, пока сухо, дождя нету, закончить с этими вот ветками. О, еще одна партия воробьев прилетела. Ну-ка, кыш. Живут они здесь. Вот поэтому вот эти веточки я хочу все убрать. Но это вот такие планы на сегодня. Не хочу сегодня в пыльной комнате заниматься. Хотя там тоже работы хватает. И снова доброе утро. Сегодня 7 января и наступило православное Рождество. Еще раз хочется поздравить всех православных с таким праздником семейным, очень важным. Пожелать всем вам здоровья, чтобы вы были счастливы и долго-долго жили. Ну и главное, чтобы вы были в достатке. Это с вами я, Сергей Гуд, а у нас продолжается работа. И вчера я весь день убирал завалы. Самый последний завал, который у меня остался с прошлого года не разобранный, это то, что я отпилил каштаны и абрикосы. Как-то снег наступил, холода, и мне было уже не до этого. Но вот в итоге я все вчера уже к вечеру закончил. Вот, ну и сейчас вам покажу, как у меня
выглядит по-другому участок. Вот тут самое место, где у меня когда-то возле дома росло 3 здоровых дерева абрикоса Джарделлы. Я их укоротил, одно я полностью спилил, старое дерево. И вот у меня осталось 2 пенька, такие где-то по метру с небольшим. Это вот жду весной, как они прорастут и пустят новые молодые ветки. А здесь все было завалено деревьями. Вот эти хитрые отметки, это у меня 6 кустов черной смороды. Обрезанная черешня. И вот эти большие толстые палки, это я обрезал уже ветки. И это мне пойдет на дрова черешни, может для копчения. И теперь у меня остался замечательный чистый угол. И на крышу не будет никакие ветки попадать и листья. Ну, березку я оставил. Зато теперь нету воробьев, а то у меня под крышей стали воробьи жить. Устроили себе здесь гостиницу. А у нас сегодня тепло. В сочинском зоопарке медведи не спят. Сосед ездил в Геленджик, говорит, было 19 градусов тепла у них там. А вот там вдали это самая куча, ветки которой я перенес на сжигание. Ну, это как масленица, костер будет такой. А у нас новый день, и у нас новые задачи. Все, распилка дров закончилась. Это были последние, или как сейчас любят говорят, крайние дрова, которые у меня остались с прошлого года не распилены. И еще один квест мы прошли. Но это еще не все. Работа у нас продолжается. Нужно помазать спилы у деревьев садовым варом. Это я не успел сделать. И это будет следующее задание, следующий квест. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Ты молодец. Мы все молодцы. Только-только Новый год наступил, а начинаются новые весенние полевые работы на моем участке. Вроде бы январь месяц рано, но у нас на Кубани вообще все по-другому абсолютно. Я спиливал деревья, и у меня вот такие вот пенечки остались. Это вот 2 больших абрикоса старых. Я их специально оставил, такие пеньки, посмотреть, что с них получится. Говорят, если старое дерево обрезать, то оно омолаживается и пускает молодые веточки, и у вас будет опять урожай. Так как у меня рядом дом, и у меня старые абрикосы были выше крыши, где-то по 8 метров, то мне это не очень нравилось. Я решил проэкспериментировать, а получится ли у меня из этих вот пеньков, не только, скажем, абрикосы, я еще и другие деревья пообрезал, получить новые хорошие ветки, ну и, естественно, и урожай. Поэтому эксперимент у меня. Но самое главное во всем этом деле обработать поверхность вот этих вот спилов, которые были сделаны. И так получилось, что у меня все не было времени для того, чтобы
садовым варом это обработать. Хотя в интернете я читал, что можно не только садовым варом, а даже просто обычной масляной краской. Но я решил попробовать садовым варом. Честно скажу, никогда им не пользовался. И вот приобрел такой садовый вар. Это очень похоже на какую-то такую густую мастику. Вот, очень твердая. Почитал инструкцию. Ну что, возьмите деревянную лопаточку и тонким слоем нанесите на срез. Очень простая инструкция. Но еще раз напомню, я никогда этого не делал. И поэтому сейчас я буду обрабатывать деревья, вот эти торцы, первый раз. Ну и посмотрим, что из этого получится. Я не думаю, что мне на все деревья хватит одной этой пачки. Но насколько хватит, настолько хватит. Так что я сейчас буду обрабатывать спилы вот этим вот садовым варом. И, кстати, я взял обычный шпатель. Сказали, что деревянные лопаточки. Но нет у меня деревянной лопаточки, зато есть аккуратненький небольшой металлический шпатель. И я буду шпателем это все делать. Ну что, попробуем. Вот одна из стороны абрикоса. Такой вот косой срез у меня. Довольно большой. Он где-то диаметром, наверное, 15 сантиметров получается. И здесь, когда я спиливал, значит, получились довольно глубокие риски. Это от электрической пилы. Вот, то есть неровная поверхность такая. Ну, посмотрим, как все это будет у меня происходить. Ну что ж, берем шпатель. Взяли вот такой вот садовый вар обычный. Ну и тонким слоем сейчас мы это все будем снимать. Вот как ножиком он срезается. Но не очень, скажем так, мягко это все дело происходит. Это не масло на бутерброд намазывать. Насколько я понимаю, самое главное во всем этом деле закрыть поверхность, чтобы не было доступа кислорода и влаги. У меня, честно говоря, есть предположение, что это все можно было и парафином заделать, наверное. И был бы эффект тот же самый. Но вот получается так, что неровная поверхность довольно-таки, да. И уходит много. Это вот вара садового. Я даже вспомнил, из чего состоит дерево. Оказывается, дерево имеет несколько разных слоев. И каждый слой, скажем, часть дерева, имеет свое название. Ядро, сердцевина, камбий, лубиной слой. Да, камбий, лубиной слой, ядро. Да. И за счет лубиного слоя и камбия происходит нарастание, увеличение, скажем, диаметра вот дерева. Вот знания такие всплыли в голове. Ну ладно, продолжаем еще мазать. Ну, скажем так, нелегко. Мне кажется, что гораздо проще было бы все-таки краской замазать это. Ну и сегодня еще и прохладно, может все-таки разогреть нужно было. Хотя в инструкции ничего по поводу того, что разогревать надо, ничего не было сказано. Просто нанести тонким слоем. Ну, честно скажу, тонким слоем на этой вот неровной поверхности не очень-то и получается нанести. Ну ладно. Ладно, продолжим. После небольших манипуляций шпателем и садовым варом я все-таки заделал торцы срезанных абрикосов. Не очень, конечно, хорошо получается. Наверное, была бы жидкая шпатлевка, было бы куда лучше. Но сама идея, что укрывистая поверхность сделана.
Второй абрикос я тоже ствол зашпатлевал садовым варом. Ну а весной узнаем, когда пойдут деревья в рост, что из этого получилось. У меня еще остались вон черешня, надо зашпатлевать ветки. Вообще, конечно, очень хорошо это для маленьких срезов, для больших пенечков это не очень удобно, конечно, делать. Ну ладно, пойдем работать. Вон еще яблони, тоже их заделывать надо. Ну вот такой день у нас сегодня был. К вечеру уже солнышко пропало, ветер поднялся. Ну, нам родственники Севастополя говорили, что у них точно такая же погода, ветрено стало. Вот. Но я сделал свое дело, замазал спилы садовым варом, распилил старые деревья, остатки, которые у меня остались. Вот. Так что день прошел замечательно. А Аллочка на вечер сегодня приготовила вареники с картошкой и с вишней. Так что у нас еще будет вечерний праздничный ужин. Вот хочу с вами уже попрощаться. Еще раз с наступившим вас всех Рождеством. Желаю вам здоровья. Ну и с вами был я, Сергей Гуд, и канал Viking Life. И напоследок, как я говорю, ребята, не забывайте подписываться, дергать за колокольчик, стучать в бубен. Это был с вами я, Сергей Гуд, и канал Viking Life. Пока!